Казалось бы, все, но есть один нюанс. Ну и последний штрих – это базиликовое масло. Как его делать, я покажу в бонусной части. Так что некоторые ингредиенты вы увидите, как говорится, по ходу пьесы. Масса становится более жидкой. Если же продолжить нагревать сливки, то привет, друзья! Сегодня с вами у нас будет непростой выпуск. Непростой он по 3 причинам. Первый из которых это Новый год, новогодний выпуск, как вы сами уже догадались. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступающими праздниками и пожелать хоть и банальных, но, на мой взгляд, самых главных вещей. Это здоровье и счастье. Вторая причина – это то, что сегодня вы увидите блюда, которые вы видите каждый раз, когда просматриваете мои видео в заставке. Ну и в-третьих, в конце вас ожидает бонусная часть. Давненько я не делал уже бонусные части. Надо будет повторять почаще. Ну что ж, пойдемте готовить. Вот такой набор продуктов у нас есть. Несмотря на то, что он большой довольно-таки, но у меня не влезут даже все продукты, которые я буду использовать. Но учтите, то, что у нас получится 2 блюда. 2. Так что некоторые ингредиенты вы увидите, как говорится, по ходу пьесы. Итак, начнем. Что у нас есть? Это начнем, наверное, с креветок. Вот основной ингредиент. Даже нам нужны не сами креветки, а их shell, то есть панцирь. Здесь находятся панцири 2 видов креветок. Когда-то я их ел, но не выкидывал, а отправил в морозильник. И сегодня мы будем готовить из этого. Далее идет лук. Всего 1 луковица здесь у меня, но половина порезана мелко, а половина более крупными фрагментами. Далее на очереди идут шампиньоны. Также нам нужен лимон, морковь и сельдерей, причем порезано довольно-таки крупно. Кстати, довольно многие ингредиенты порезаны крупно. Помидоры и чеснок тоже крупно порезано, причем даже половинка помидора. Чеснок можно не чистить, я его потом расплющу просто ножом и все. С основными ингредиентами разобрались, осталось масло, перец и базилик. Базилик я использую полностью, весь пакет, потому что будет бонус. То есть масло и базилик равняется базиликовое масло. Ну что ж, приступаем к готовке. Ставим сковороду на максимальный огонь и добавляем масло. Первая пойдет морковь. Следом отправляется сельдерей. Крупные фрагменты лука. Чеснок, раздавленный ножом. Ну и в последнюю очередь отправляем томат. Как вы видите, что овощи начинают подгорать, хватит, все. Далее добавляем белого сухого вина и выпариваем его так, чтобы осталась 1/3. После чего идут панцири. Необходимо, чтобы они хорошенько прогрелись, поэтому мы все дело это перемешиваем. И как раз выпариваются остатки вина. Перекладываем все это в кастрюлю и утрамбовываем так, чтобы была ровная поверхность. Добавляем воды, но немного, так чтобы чуть-чуть скрывала нашу массу. Снова разравниваем. После чего включаем газ на максимум, накрываем крышкой и доводим до кипения. После чего убавляем огонь и варим 15 минут. После чего откидываем это на дуршлаг. Но, замечу, есть очень-очень важная штука. Вы видите только дуршлаг, но на самом деле у меня там находится емкость, которая в точности подходит к дуршлагу. У вас может быть другая емкость, но она там должна быть. Нам нужен именно бульон. Теперь нам необходимо вернуть бульон на чистую сковороду, процедив его через мелкое сито.
Возвращаем сковороду на максимальный огонь и выпариваем. Выпарится практически вся вода. Данный процесс занимает определенное время, поэтому пока что можно приготовить грибы. Наливаем в сковороду масло, высыпаем туда мелко нарезанный лук и мешаем. Большая просьба, пожалуйста, товарищи, если вы жарите лук, тем более на максимальном огне, ни в коем случае не отходите от плиты. Как только вы отвернетесь, как только вы пойдете к компьютеру, чтобы написать сообщение, он тут же сгорит. Как только вы увидите, что какая-нибудь частичка лука меняет цвет, это значит, что пора добавлять грибы. Жарим грибы, но не забываем то, что выкипает у нас биск. Вот эта штука, вот этот бульон, который называется, это биск. Я остановил процесс выпаривания точно в срок, еще немножко начало бы гореть. Вливаем жирные сливки и перемешиваем, так чтобы все размешалось. Постепенно цвет приобретает кремовый оттенок, масса становится более жидкой. Если же продолжить нагревать сливки, то вода начнет испаряться и наоборот масса будет загустевать. Но первое блюдо у нас будет суп, поэтому нам этого не надо. Мы останавливаем нагревание, переливаем в стаканчик специальный, чтобы насытить его воздухом и пузырьками. Оставляем в сторону, потом мы будем снова это греть и сделаем из этого соус. Ну вот, друзья мои, мы начинаем собирать наше первое блюдо. Это будет суп. На дно тарелки выкладываем несколько мелких креветок. Далее лук. Причем грибы выкладываем горкой. Это будет основой для того, чтобы положить туда листики базилика для украшения. Остальную часть базилика мы режем мелко и на другую сторону тарелки выкладываем также. Потом ложкой мы это дело притапливаем. И также немножко притапливаем грибы. В общем, делаем так, чтобы уровень грибов был вровень практически с уровнем жидкости. Теперь можно украсить, иначе бы листики утонули просто-напросто. Вот и все. Ну и последний штрих — это базиликовое масло. Как его делать, я покажу в бонусной части. Ну вот, все готово. И в принципе даже ресторанная подача у нас получилась с вами. Что ж, пора приступать ко второму блюду. Берем лимон и отрезаем у него шляпку, чтобы он приобрел устойчивость на тарелке. Но это еще не все. Дальше. Теперь нужно разделить мысленно на треугольник. Отрезаем опять крышечку и делаем треугольничек. Если видно косточки, то удаляем их. Теперь нам нужно прорезать так называемые пазухи. Это для того, чтобы у нас украшение устойчивее было. Потом вы поймете. Можно, конечно, оставить и так, но если на кухне есть горелка, то можно поработать горелкой. Так будет еще красивее. На тарелке образовался нагар от горелки, поэтому протираем это полотенцем бумажным. Вторую часть соуса, смешанную со спагетти, мы выкладываем вокруг. Протираем края. После чего выкладываем мелкие креветки, ну а потом 3 крупных. Так. Ой, упала, но это не беда. Когда их 3, они приобретают устойчивость. Украшаем листочками сельдерея, а также листиками базилика. Вуаля, вот вам второе блюдо. В данном случае мы использовали биск в качестве соуса. Казалось бы, все, но есть один нюанс. Обязательно при подаче нужно поставлять вторую тарелку. Это делается из-за того, что крупные креветки у нас не чищены. Это же блюдо можно выполнить в более бюджетном исполнении. Это те же самые спагетти, тот же самый соус, но не придется тратиться на крупные креветки.
тратить целый лимон ради украшения, покупать целую упаковку базилика ради 2 листочков. Ну и по традиции осталось сказать: приятного аппетита вам и вашим родным. Ну вот как-то так у нас сегодня получилось, надеюсь, вам понравилось. Ну и напоследок хочу еще раз поздравить всех с наступающими праздниками. Все, удачи, пока-пока, в следующем году. Итак, для приготовления базиликового масла нам нужен базилик и нам нужно масло. Все. Наливаем растительного масла в кастрюлю и будем его греть. Капельку, одну лишь капельку воды для индикации температуры. То есть смысл таков: когда вы одну капельку опускаете на дно кастрюли, в котором греется масло, как только вы будете слышать такие пощелкивания, это значит, что вода начала выкипать и, соответственно, она достигла 100 градусов. Чтобы сделать масло, необходимо перемолоть базилик или какую-нибудь другую траву, кстати, и добавить туда масло. Довести все это дело до 80 градусов минимум. И, соответственно, измельчить. У нас на работе стоят очень мощные блендеры, называются Vitamix. У них температура повышается даже из-за того, что долго просто-напросто измельчается продукт. У меня на кухне такого блендера нет, поэтому масло я разогрел. А теперь его просто процеживаю. Марли у себя я не нашел. Нашел только лишь скатерть. Вот через нее и буду процеживать. Кстати, не беспокойтесь, со скатертью все хорошо. Потом она стиралась и стала белоснежной, как и была.